Здравствуйте, мои уважаемые спонсоры! Не устаю вас благодарить за поддержку моего YouTube-канала. Сегодня я для вас приготовила тему «Сказка про проработанность». Я хотела бы в этом ролике вам показать абсурдность этого и абсурдность того, как люди требуют упражнения, аффирмации, инструкции и так далее. Когда мы требуем вот эту аффирмацию, инструкцию, нам всегда кажется, что этого будет достаточно для того, чтобы в жизни что-то и нашей изменилось. Или же мы читаем какую-то теорию, или же смотрим ролик. Вот многие люди говорят: я посмотрел ролик, и моя жизнь изменилась. Я тут хочу немного вас спустить с небес на землю и попросить вас, чтобы вы отслеживали вот эту тенденцию или тенденции, про которые я вам сейчас расскажу. Когда мы с вами говорим про нашу личность, нам необходимо понимать, что это сложная структура. Это не какой-то кубик, который можно взять, перевернуть, и он поменяется. Это громадное количество связей, это многоаспектность, которая формировалась десятилетиями, и эта многоаспектность, она еще в моменте времени изменчива. Вот я думаю, что вы знаете, что такое калейдоскоп, и в калейдоскопе есть набор стеклышек. Допустим, в нашей личности 1000 стеклышек. И если этот калейдоскоп хотя бы чуть-чуть повернуть, одно стеклышко поменяется, место его поменяется, то вся картинка в калейдоскопе будет иной. Вот точно так же и мы. Мы не постоянные, кукольные, замершие. Мы можем утром быть как будто одной личностью, а выпив кофе совсем другой. Или же вечером мы, когда у нас минимальное количество ресурса, наша конфигурация опять меняется. А стоит нам прилечь и полежать 10 минут, мы уже снова иные. Вот умение мыслить сложными конструкциями, оно людей пугает. Их пугает думать о себе как о разных. Хочется хоть какой-то уже диагноз, пусть даже самый плохой, пусть абьюзивный, перверзный нарцисс, но уже себе поставить и успокоиться. И вот эта попытка категоризировать, найти какое-то простое объяснение, тут же обсекает личность и мышление. Вот я наблюдаю, как на группах и в личном психоанализе люди говорят: ой, это сложно, это долго, это сложно, это долго. Как только вот появляются такие мысли, человек сразу закрывает дверь в свое возможное развитие. Когда мы с вами говорим о себе, о том, как облегчить себе жизнь или улучшить качество жизни, нам точно надо понимать, кто мы такие. И в первую очередь нам необходимо знать свои доминанты. Что такое доминанты? Доминанты – это устойчивые очаги возбуждения. То есть в нашей памяти, в нашем сознании есть запечатленные самые яркие эмоциональные моменты. И плохие, и хорошие. И трагичные, и праздничные. Психике, то есть мы как бы с вами помним абсолютно все. Абсолютно все. Но маленькие эмоции, то есть те события, которые сопровождались небольшим эмоционированием, они находятся внизу. А чем более заряжено эмоцией, переживание, тем оно как будто ближе к поверхности и крупнее. Вот если вы ведете конспект, то нарисуйте такие большие шары, под ними меньше, потом еще меньше, еще меньше, еще меньше. И вот эта вся наша память, вся эта структура, она с нами навсегда. То есть проработать, убрать это невозможно. Мы это пережили, с нами это случилось, это факт нашей биографии, и только можно сделать лоботомию, но забудется и все остальное. Поэтому это все хранится с нами навсегда. Но, несомненно, оно может больше или меньше на нас влиять. Важным моментом является то, что когда у нас есть какая-то стрессовая ситуация, то
у нас будут мгновенно из бессознательного подниматься эти большие глубоководные рыбы-доминант. Если мы переезжаем в другую страну, если, например, развод, если болезнь или уход близкого, если начинается война, если обстрел именно в этот момент. То есть стрессовые ситуации, они как будто оголяют личность. Вот если мы с вами представим силу сознания, это будут такие листы, которые один на одном лежащие, которые держат все эти доминанты утопленными в бессознательном. Вот давайте я вам приведу пример. Например, не знаю, что-то простое. Сломался там какой-то ваш любимый ноутбук. Или же вы поругались с каким-то человеком, вы с ним больше не общаетесь. И вы эти воспоминания о том, что, например, мало того, что сломался ноутбук, но там пропала ваша дипломная работа или там книга, которую вы писали. И воспоминания, когда вы к ним прикасаетесь, там много негативных заряженных моментов. Как будто не хочется помнить, как будто не хочется это вспоминать. И, например, если с человеком был какой-то конфликт, но перед этим вы дружили, вы попадаете в места, где вы были с ним вместе, или же, например, человек там ушел из жизни, то будет мгновенно подниматься громадное количество чувств, которые как будто до этого не было. Но на самом деле они есть, только они в бессознательном, и наши слои сознания держат их. И вот те люди, у которых сильное сознание, которые работают над собой, которые исследуют внутренний мир, у них больше возможности регулировать вот эти шарики, которые поднимаются доминант, понимать, что они сейчас вот пришли, эти воспоминания, и сейчас, если я не смогу с этим справиться, то я сейчас переполнюсь эмоциями. То есть чем вы лучше знаете свой внутренний мир, тем у вас больше возможностей им управлять. Если вы его не знаете, управлять вы им не сможете. Вот, например, когда действительно стрессовая ситуация, развод, переезд и так далее, то нам важно помнить, что вот эти глубоководные рыбы пойдут вверх. Вплоть до того, что мы можем регрессировать. Мы деградируем до того состояния, когда мы это переживали. Например, пережив развод, я себя чувствую незащищенной, я себя чувствую не такой ценной, чем та, которая была замужем. То есть меняется полностью моя конфигурация. Одно стеклышко в калейдоскопе поменялось, и я вся сама поменялась. Я как будто пытаюсь реальностью выстраивать контакт так, как было раньше, а оно не работает, потому что я другая. Или же переезд в новую страну, или же переход на новую работу. Проблема не в том, что там люди какие-то в новой стране, а проблема в том, что моя конфигурация поменялась. И я должна понять, что моя конфигурация поменялась. Иначе всплывающая доминанта из бессознательного, она захватит полностью власть, будет искаженное восприятие себя и людей. И если искаженное восприятие, мы будем делать не те выводы, ложные выводы, потому что мы обрабатываем ложные факты. То есть, когда мы с вами говорим о какой-то проработанности, то правда является то, что ничего никуда не уходит. То есть стрессовая ситуация, оно все всплывет. И это надо признавать и понимать, что всплывает у меня внутри. Второй момент. Мы можем эволюционировать сознанием, но эта эволюция, она продолжительная по времени. Два самых главных этапа личности – это инфантильность и взрослость. Когда мы говорим про инфантильность, мы говорим про человека, живущего только внутри субъективности, опирающегося только на то, что я чувствую. Там чувства не могут быть, в них невозможно сомневаться. Вот что я чувствую, то и есть. Если чувствую, что человек плохой, он плохой. Когда мы говорим про взрослость, там у нас появляется мышление. То есть кроме субъективности появляется объективность. Я сейчас это чувствую, а что на самом деле происходит.
То есть появляется еще одна система координат. Про это у меня есть видео, кто давно на канале, он, думаю, это видел. Вот все видео про эволюцию сознания какие-либо. И вот эта эволюция личности, она происходит постепенно. Человек, чем взрослее, тем он состоятельнее в принятии решений, тем он лучше может просчитать, что будет в будущем. Он понимает, что он хочет, он понимает, куда ему двигаться. То есть, видите, вот этот выход из субъективности, он нам дает массу преимуществ, но нам очень сложно отказаться от мира имени себя. И развивать мышление можно эволюционировать только развивая мышление, учиться мыслить субъективности и объективности. Когда мы говорим про какие-то инструкции, про какие-то теории, про какие-то упражнения, то мы не говорим про развитие мышления. Там спускается сверху ЦУ, и наш контроль это подхватывает, встраивает себя. То есть обратите внимание, как вы даже слушаете информацию, вот, которую я даю в роликах. Она должна учить вас мыслить и выставлять причинно-следственные связи. Я вижу по комментариям, что иногда человек что-то выхватывает, как будто инструкцию себе. Вот теперь я знаю, как правильно, надо правильно делать так. И человек, перегружая себя этими инструкциями, остается не эволюционирующим. То есть он не самостоятельный, не мыслящий самостоятельно. Он как будто опирается на правильно. Вот эта вот операция на правильно, то, знаете, надо отстаивать свои границы. Ну, можно так наотстаиваться, что останешься один. Или же надо выражать свои чувства. Вот я помню, у нас в команде появилась девушка, которая отстаивала свои границы, которая выражала свои чувства. И у нас было впечатление, что мы удочерили 5-летнюю девочку, скандалистку, которую надо обслуживать. Мы уже так боялись ее истерик, что начинали, уже ничего не писали в рабочем чате для того, чтобы не всколыхнуть ее эмоции. Понимаете, изнутри я выражаю свои эмоции, а снаружи, ну, кому нужны эти истерики? Это мешает рабочим процессам. Поэтому все эти инструкции, понимаете, они разлетаются в пух и прах. То есть поглощение информации, но не записывание это как инструкции, как правильно, а понимание сути, умение выстраивать причинно-следственные связи. То есть у нас должна появиться логика не как правильно, не как в теории, не как мне сказали, а это логично или нет. Когда мы опираемся с вами на логику, мы становимся очень устойчивыми, потому что наше эмоциональное состояние может меняться. Вот этот калейдоскоп перевернулся, мы поменялись. И если есть привычка опираться не на то, что внутри, а на логику, то есть на понимание, то тогда мы сможем быть адекватными, даже будучи неадекватными. То есть у нас остается как будто еще одна комната, куда мы можем зайти, проанализировать и понять, что с нами происходит, потому что мы знаем, что мы можем попасть в стрессовую ситуацию, где поднимутся доминанты, где мы регрессируем, и мы тогда становимся неадекватными в восприятии реальности и в общении с другими людьми. Вот эта вся проработанность, она опасна тем, вот я, когда работаю с психологами, это самые тяжелые пациенты, клиенты, потому что вот эта убежденность, что у них это прошло, они с этим справились, и даже люди, они вроде бы слушают там мои ролики, и вот у них убежденность, что я справился. Это не уход проблемы, а это слепота к этой проблеме. То есть у меня уже этого нет, я это проработал, это уже мне не присуще. И когда в поле событийности появляется этот аспект, человек его в упор не узнает, потому что он поставил галочку, что я с этим справился. То есть, понимаете, мы, когда работаем над собой, все эти аспекты, над которыми мы работаем, они никуда не уходят. Мы их преуменьшаем, но в определенных обстоятельствах они опять становятся большими. Кажется, такой сизифов труд. Так меняемся мы или нет? Да, меняемся. Именно выведение это в сознание, узнавание. То есть это не отбрасывание куда-то этого, прятание в бессознательном, а наоборот развитие силы, чтобы с открытыми глазами смотреть на себя, на такого, какой ты есть. Вообще не отводить взгляд ни от чего в себе. Вот в этом и заключается сила. Когда человек себя
особенно психологи, да любые специалисты считают проработанными, это всегда развивает высокомерие. Вот я обращаю на ваше внимание, от просмотра этих роликов у вас не должно появиться высокомерное отношение к людям. Потому что вот эта вот вера в себя лучшего и крапканье к себе лучшему, оно мгновенно как будто разрешает смотреть на людей как на тех, кто хуже. Сравнивать с собой и смотреть на тех, как на тех, кто хуже. Это идеализирование себя создает пространство без эмоциональности, создает пространство одиночества и пустоты. И общаясь с людьми, вы будете помимо воли лишать их чувства собственного достоинства. Вот проработанные психологи, я бы вообще им запретила выходить к людям, потому что психолог, он из своей плохости работает, он опирается именно на свою темноту, на свою черноту, для того, чтобы понять проблемы клиента. Если психолог отвергает себя непроработанного, то он начинает вещать, он начинает давать советы, начинает поучать и инфантилизирует клиента. Он его загоняет именно вот в эту инфантильную позицию. Поэтому даже вы, вот смотрящие ролики, обладающие знаниями, понаблюдайте. Не идете ли вы в высокомерие? Не становитесь ли вы вещающими и считающими, что другие хуже только потому, что вы больше знаете? Пишите свои инсайты, комментарии. Я вас приглашаю на Connect. Это проект «Как формировать общение». Он будет полезен как тем, которые практикуют, которые психологи, психоаналитики, и тем, кто хочет понять, а что происходит в ВКонтакте. Я там буду проводить публичные сессии, где буду объяснять логику ведения сессий. Я с вами прощаюсь. До встречи.